Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы в этом видео поговорим о народных приметах и поговорим о знаках в вашей квартире, о которых нужно знать, чтобы не попасть в беду и не привлечь неприятности в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео до конца, друзья, будет очень много важной, полезной, нужной и интересной информации. Бывает так, что в вашем доме ни с того ни с сего разбилась чашка. При этом разбилась чашка, и, казалось бы, вы точно уверены, что она не должна была разбиться. Или упал нож со стола, а ни с того ни с сего рассыпалась соль. И вы знаете, все эти ситуации напрямую связаны с народными поверьями и со знаками свыше. Потому что с помощью этого высшие силы подают нам определенные сигналы, знаки и предупреждают нас о тех или иных событиях, которые могут произойти в самое ближайшее время. И что нам, смертным, пора задуматься, что мы не так делаем или где же нам постелить соломинку, чтобы в дальнейшем мы могли уберечь себя и свою семью от тех бед, проблем и несчастий. Так вот, какие же плохие приметы в доме бывают и как уберечь себя от их влияния? Вы знаете, славяне издавна знали о целом перечне определенных событий, которые нельзя было назвать случайными, и игнорировать их точно не рекомендовалось. Лучше вовремя обратить внимание и успеть приготовиться, чтобы потом не кусать локти и не думать о том, боже, ну что же я не видел этого. Давайте поговорим об этих знаках. Ну, во-первых, внезапно могут появиться насекомые. В вашей квартире могут появиться ни с того ни с сего. Могут и тараканы появиться, муравьи, мухоловки, клопы. Знаете, что и как вы при этом не стараетесь бороться с этими насекомыми, у вас ничего не происходит. Знаете, это знак того, что в скором времени кто-то из ваших жильцов заболеет. К сожалению, это так, поэтому обязательно обратите внимание на здоровье ваших людей, которые проживают с вами. Даже если они кричат и считают, что они здоровы, но вы знаете, что у них есть хронические заболевания, лишний раз уделите внимание ихнему здоровью. Далее следующим знаком является то, что могут остановиться наручные часы. Знаете, когда останавливаются наручные часы, очень часто бывает так, что вы только купили часы, и они новые, буквально одели неделю-другую, и они остановились. Знаете, что это к проблемам с деньгами. А вот если настенные останавливаются часы, то знаете, это проблемы возникают со здоровьем. Далее следующее, если порвалась или упала штора. Казалось бы, если посмотреть на эту ситуацию, то вроде как наша штора не могла упасть, потому что она закручена, завинчена, то есть и не могла. Но все же, знаете, это говорит о том, что грядут конфликты и ссоры с соседями. А вот если засохло у вас растение, во-первых, в такой комнате вам категорически запрещено спать, и это растение нужно убрать как можно быстрее из своего дома или квартиры. Но не просто взять его и убрать. Во-первых, убирайте сам горшок, само растение, после этого проведите обязательно генеральную уборку, сделайте влажную уборку и обязательно проведите практику с солью на очищение от негатива, потому что когда засыхает растение, это значит, что в самое ближайшее время вас ждут неудачи и неприятности. Также, какие еще признаки? То, что разбилось или треснуло зеркало. Знаете, если такая у вас ситуация происходит, то это к болезням, это к плохому самочувствию, а также проблемам в личной жизни. Следующим обращаем ваше внимание, что тревожным звонком станет и наша лампочка, которую вы недавно купили, а она взяла ни с того ни с сего и потухла.
Такой знак сулит разногласия между супругами, и в ближайшие 2 недели лучше никаких отношений не выяснять, потому что вы ни к чему хорошему не приведете, и только будут скандалы и выяснение отношений. При этом, если разобраться, это все будет пустое, никому не нужное. Поэтому, согласно народным поверьям, нельзя и оставлять открытым балкон, окно или форточку, когда вы уходите из дома. Иначе считается, что вы потеряете деньги. И здесь не имеется в виду, что к вам придут грабители, мошенники и вас обворуют. Нет. Здесь имеется в виду, что энергетика, когда вы уходите, вы таким образом разрешаете любой энергетике поступать с балкона, с окна или форточки в ваш дом или вашу жизнь. Поэтому не стоит. Уходите из дома, все повыключали, закрыли и идете, занимаетесь то, что вы там планировали. Также обращаем ваше внимание, что столовые приборы и посуда в вашем доме также являются предвестниками неприятных событий в вашей жизни. И люди издавна наблюдали за цепочкой событий. И вот что мы по этому поводу можем вам сказать. Смотрите, если разбилась тарелка или чашка, ни с того ни с сего, не то, что вы целенаправленно решили в семье во время разборок с мужем или с женой бросить чашку, то знаете, что это все-таки к несчастьям, и руками трогать осколки нельзя, только веником. Если вы веником в современной живете квартире и вы не пользуетесь веником, у вас есть только пылесос, значит, одеваем резиновые перчатки и все эти осколки собираем в мусорное ведро. Потом включаем пылесос и пылесосим. Но старайтесь не дотрагиваться до осколков. Далее, бывает так, что у вас посуда может треснуть в руках. Знайте, что если такое произошло, то человек замышляет что-то плохое против вас или против хозяев дома. Обращайте на эти моменты особое внимание. Особенно бывает так, что вы пригласили друзей, знакомых к себе домой, наливаете чай определенному человеку, и вы видите, что эта чашка, тарелка ни с того ни с сего лопнула. Знаете, у человека дурные мысли по отношению к вам. Если упал нож, то ждите в гости мужчину, а если вилка упала, то женщину. А если вы не хотите видеть гостей, не потому что вы сегодня не гостеприимны, а просто у вас настроения нет желания, то постучите таким прибором 3 раза о пол, и такие люди к вам точно не придут. Даже если они позвонят и говорят, мы через полчаса будем, обращаем ваше внимание, после того, как вы провели эту практику, ваши гости потенциальные к вам точно сегодня не явятся. У них появятся какие-то проблемы, моменты, нюансы, что они к вам не доедут, не дойдут. Также знайте, что никогда нельзя резать что-либо на столе, потому что это к разводу и размолвкам между влюбленными. Поэтому, если вы хотите что-то разрезать, у нас для этого есть доска. И кроме того, сейчас в современном мире их есть разные, отдельно для хлеба, для мяса, для рыбы и так далее. Используйте, но на столе не стоит ничего резать. Также никогда не нужно оставлять нож в хлебе после нарезания, иначе это говорит о том, что будете голодать и нуждаться в деньгах. Также не стоит никому и одалживать соль, потому что таким образом вы со своего дома, со своей квартиры отдаете свое счастье и удачу. Конечно же, кто-то скажет сейчас о том, как же в советское время мы проживали все в коммунальных квартирах и одалживали кому-либо соль. Но давайте не будем возвращаться, что когда-то что-либо было. Это говорят нам наши барабабушки, наши прадедушки, которые осознавали и понимали, что они говорят и делают. Вспомните, как мы с вами жили в советское время. Если вы считаете, что вы жили богато, счастливо и удачливо, раздавая всем соль, значит, на вас эта народная примета, наверное, не действует. А также запомните раз и навсегда, не нужно смахивать и хлебные крошки со стола рукой. Это к нищете.
Также лучше всего, если вы будете использовать тряпочку для того, чтобы вытирать хлеб, крошки и всякий мусор со стола после того, как вы пообедали или поужинали. Вот, друзья, основные вот такие вот знаки, на которые вам нужно обратить особое внимание и придерживаться их для того, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. Мы, друзья, надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. И мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.